Добрый день, друзья! Коряга из леса, мох, дендробиум нобили. Что мне не нравится? Что пошло не так? В прошлом году, в октябре, мы были в Александровском лесу. У нас леса редкость. Есть, конечно, но очень мало, и в основном лиственные. И я привезла вот такую корягу, кусочек коры, кусочек дерева, и на ней растет мох. Это было настолько красиво, что я не могла устоять и взяла ее домой, думая, куда бы ее приспособить. А ссылку на видео, в котором я пересаживала и показывала первый раз вот эту посадку, я оставлю вам в правом верхнем углу экрана. Я рассказывала там про наш чудесный Александровский лес. И зимой было все неплохо. Мох был зеленый. Даже росла на нем травка еще какая-то. Маленькие листики какие-то. Вот именно травки пробивались сквозь этот мох. Но зима закончилась, весна, а за ней лето. А лето у нас всегда очень жаркое. И мох начал погибать. Почему он растет в лесу? Но в лесу другая экосистема, не такая, как в квартире. И мне приходится эту коряжку опрыскивать 3-4 раза в день. И все равно мох сохнет, желтеет. Но дендробиум нобили, вот этот маленький росток, который я поместила на эту коряжку, он растет, но медленно. Не сам он растет, сейчас покажу. А на нем растут детки. Крохотные детки. Их сейчас 4. А как цветет этот дендробиум, могу вам показать. Вот его цветы. И эта детка росла, которую мы снимали с вами, вот на этом маленьком остатке от бульбы. Кстати, дендробиум в этом году цвел великолепно. Было очень много цветов. Это последние его цветы. Но растит новые бульбы, псевдобульбы. Так что думаю, что в следующем году тоже будет цветение. И вот я задумалась. И мох высыхает, и все время нужно опрыскивание. И детки растут на этой маленькой бульбе. Наверное, нужно пересадить. Просто посадить в обыкновенный горшок с влагоемким грунтом, для того, чтобы мне каждые 2-3 часа не подходить, не опрыскивать этот мох. И мох сам по себе погибает, в 38 градусов. Как бы мы ни охлаждали квартиру, все равно, наверное, некомфортно. Да и удобрять такую детку сложно. В природе-то там экосистема. Жучки, паучки, которые ползают по этому мху, они, конечно, его удобряют. Знаете, мышка бежала, хвостиком махнула, и продукты ее жизнедеятельности как раз и удобряют мох. Но у меня-то здесь нет никаких ни букашек, ни жучков, поэтому мне приходится удобрять. В общем, много сложностей. И я хочу убрать эту детку с коряжки и посадить в горшок с влагоемким грунтом. Горшок маленький и прозрачный. Дендробиумы, как и все бульбовые орхидеи, лучше всего сажать в непрозрачный горшок. Но у меня просто нет сейчас непрозрачного горшка, поэтому я сейчас сниму детку и посажу в прозрачный горшок. Ничего страшного. Будет здесь расти. Если все будет замечательно, я потом пересажу в больший горшок. Главное, чтобы она расти начала. Вот эти детки, которые на ней появились, дали корни, укоренились.
И нужно, чтобы начался активный процесс роста этой маленькой орхидейки. Какой будет грунт? Кокосовые чипсы. Я выбрала совсем мелкий керамзит, буквально 3 столовых ложки здесь керамзита. Кокосовые чипсы я хочу немного опрыскать водой, для того, чтобы они просто не разлетались никуда. Сейчас я их перемешаю немного. Вот видите, там прямо труха какая-то от этих кокосовых чипсов. Но это то, что нужно корням дендробиума. Так, наверное, я положу вот сюда в керамзит. И здесь еще опрыскаю немножко. Кокосовые чипсы я имею в виду. Вот 4 ложки. Надеюсь, что этого хватит. Давайте еще раз смочу. Вот так, отлично. Теперь аккуратно снимаем. Так, надо снять так, чтобы и вам было это видно. И не повредить корни. Корни росли. Сейчас. Один корень уходит куда-то далеко-далеко. Очень далеко. В мох, в коряжку. Давайте-ка я переверну коряжку, посмотрю, куда же он там уходит. Конечно, на коряжке растут корни, но это в наших условиях очень сложно делать. Смотрите, где он заканчивается. И, кстати, под коряжкой он высох, потому что под коряжкой влаги очень мало. Так, это один корень. Мы его достали весь полностью. И теперь аккуратно будем доставать. Так, следующий. Вот он. Если вы посмотрите прошлое видео, то корни были вот такого размерчика, сантиметров 5. Ну вот, видите, какой длинный корень вырос в мху. И вот этот корень живой. От него и питается сейчас этот маленький ростик. Пока я держу в руках, покажу вам, сколько появилось деток. Вот одна чуть больше, вот прикорневая, и вот еще 2 стволовых детки. Вот самое главное сейчас при посадке — это не сломать этих деток. Так, аккуратно помещаю в горшок. Самое главное — уложить этот длинный корень. И засыпать влагоемким грунтом. Вот отлично, все получилось. И мне хотелось еще в самом-самом верху насыпать циафлору, чтобы она попала на корешки.
Здесь у меня всего столовая ложка циафлоры. Может быть, ее даже будет много, а может быть, будет достаточно. Пол ложечки. В таких посадках очень важно, чтобы новый рост был на одном уровне с грунтом. У бульбовых орхидей, я вам уже показывала, нежелательно заглублять бульбы в грунт, потому что там они гниют. Просто сгнивает основание, и все, растение погибает. Поэтому вровень с уровнем грунта. И вот в такой посадке я уже смогу удобрять эту орхидейку. И посмотрим, как она будет расти. И если она вырастет большую взрослую орхидею, конечно, я подарю ее вам, моим дорогим подписчикам. Правда, этого придется немножко подождать. Но когда появятся ростки на материнском растении, вот сейчас есть всего один росточек, вот он, молодой, с корешками. Но я его уже пообещала подарить. И если появятся еще, конечно, я вам тоже их предложу. А за этой малышкой будем продолжать наблюдать. Ну а мох, даже не знаю, что с ним делать, с этой корягой. Может быть, что-то придумаю. Поставишь рядом с компьютером у меня, я его буду опрыскивать. Ну вот, муж обещает за ним ухаживать. Поливать такую орхидейку можно через пару дней. Грунт влагоемкий, потому что кока-чипсы в себя очень много набирают влаги. И сейчас я ее опрыскала. Нужно дать ей пару дней постоять в этом грунте, чтобы он немножко просох, а потом поливаю. Конечно, всегда наливаю на сантиметр-полтора ниже уровня грунта. Даже корешок здесь виден, но в таких растениях мы по корням не ориентируемся. Это очень маленькие тонкие корни, и грунт всегда должен быть чуть-чуть влажный. Тогда им очень комфортно расти. Наблюдаем дальше. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.